Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас 24 ноября, сегодня у нас с вами пятница, последний рабочий день. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно прибыльный день. День, когда с помощью определенных магических слов вы сможете победить хроническое безденежье. Как это правильно сделать, какие слова говорить и что нас сегодня, друзья, ожидает в этот день, 24 ноября. Давайте вместе с вами будем разбираться. Итак, друзья, сегодня у нас с вами продолжается растущая луна, 11 и 12 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Овен. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно такой вот активный и огненный день. И на это у нас с вами влияет знак зодиака Овен. Поэтому, если у вас сегодня есть желание идти вперед, добиваться победы, добиваться того, что вы желаете и хотите, но опять же, помните, соблюдаем обязательно Божьи законы, то тогда в вашей жизни обязательно все получится. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня из космоса идет сильный поток энергии любви. Поэтому сегодня в этот день обязательно делайте добро ближним. Несите любовь, несите гармонию, несите открытое свое сердце. Конечно же, не всем людям, но вы должны понимать, когда вы несете эту энергию в свой дом, в отношения с людьми, то и это также вам все вернется. Помните о том, что постоянно у нас везде во всем баланс. Также старайтесь быть сегодня мудрыми, да, сегодня могут быть преобладать чувства, которые, возможно, где-то будут мешать и будут влиять на какие-то моменты в жизни. Но помните о том, что если вы умеете работать с эмоциями, то вам легко тогда работать и с мудростью, и с терпением. Также сегодня рекомендуем вам дарить подарки. Не обязательно какие-то крупные или дорогие. Вы можете даже сделать какой-то маленький, сделать подарок, и тем самым вы можете, знаете, не только поднять настроение кому-то, но и прибавить себе энергии из космоса, потому что люди отправляют вам позитив, энергию, отправляют изобилие. Да, они отправляют в космос, но это все возвращается к вам. Помните, энергобаланс всегда есть везде и во всем. И не забывайте сегодня подавать милостыню, если вас об этом просят. То есть, если сегодня к вам подходит бабушка, пожилой какой-то человек и просит дать ему кусочек хлеба или просит в чем-то помочь, обязательно это сделайте. Мы не говорим о том, что вы обязаны дать деньгами милостыню. Нет, бывает так, что человек просто подходит и просит, что вы ему купили булочку, купили какой-то горячий чай, особенно сейчас тяжелое время, или кому-то помогли перейти через дорогу. Возможно, кто-то вас попросит совет какой-то жизненный, зная ваш опыт, знания, обязательно это сделайте. Помните о том, что когда вы все делать от чистого сердца, то в вашей жизни все и меняется. Также в этот день нужно быть милостивым, и тогда в вашу жизнь обязательно придет все то, что вы не ожидали до этого момента. Также обращаем ваше внимание, что сегодня возможно повышенная эмоциональность и обидчивость, поэтому сегодня рекомендуем вам продумывать то, что вы говорите. Даже если вы думаете о том, что эти слова имеют какое-то двойное значение, все-таки подумайте над тем, чтобы все-таки более мягче убирать эти какие-то углы и так далее. Пожалуйста, сегодня не стоит сердиться, не стоит сегодня ругаться, ненавидеть друг друга, отправлять слова проклённые. Да, люди это делают, и, к сожалению, потом задаются вопросом, а почему я болею, или почему у меня проблемы с деньгами. А вы знаете, это все к вам возвращается рано или поздно, потому что все имеет накопительный эффект. И когда этот человек осознает и понимает, то он никогда никому не причинит вреда. И даже те люди, которые будут стараться сделать какой-то негатив, привнести, как-то разозлить, и им со временем они поймут и будут ощущать, что это все в их жизнь возвращается через других людей, через другие события, эмоции и так далее. Кроме того, помните о том, что сейчас время ускорилось, и все то, что раньше могло быть происходить через 5-10 лет, сейчас в течение года-два.
Максимум 3. Вообще-то очень быстро, даже месяц-два идет проигрывание каких-то жизненных ситуаций. Человек открывает глаза и осознает и понимает, что он делал условно 2 месяца назад, но теперь ему придется заново это пройти, вынести урок, сделать работу над ошибками. Также сегодня не стоит ни с кем ссориться, не стоит ругаться. Почему? Потому что помириться потом вам будет очень трудно. Будут возникать какие-то конфликтные ситуации. Не стоит этого делать. Кроме того, не стоит сегодня себя жалеть ни в чем. Не получается что-то, не думайте о том, что что вы такая вот бедная и несчастная, поэтому у вас не получается. Возможно, вам не хватает каких-то навыков. Возможно, вам нужно пойти на курсы, на какие-то тренинги. Возможно, найти человека, который лучше разбирается в этом вопросе, с ним поговорить, и вы поймете, какие у вас ошибки. Помните о том, когда вы у людей просите помощи, и сами подаете руку помощи, то в вашей жизни многие процессы происходят намного быстрее. Даже если вы мастер своего дела, это не значит, что вы не можете попросить помощи. Помните о том, что та помощь, которая дается, знаете, она очень важна. Также сегодня не стоит жаловаться ни на кого, ни на близких, ни на родных, ни на коллег. Даже если вы слышите в своем окружении вот этот негатив, разворачивайтесь и уходите. Почему? Потому что на энергетическом уровне вы тем самым к своему телу цепляете пиявки, если вот так, знаете, так, чтобы вам было понятнее. Поэтому этого не стоит делать. Также сегодня не стоит и плакать. Даже если вам больно, вам обидно, вы считаете, что с вами поступили несправедливо, вы должны понимать, что в этот день вот такие вот энергии, которые связаны с негативом, они притягивают к вам не очень хорошие события. Вам, наоборот, нужно стараться привлекать в свою жизнь только радость, только хорошие моменты, уметь себя мотивировать и вдохновлять. Да, возможно, это где-то сложно, но помните о том, что только вы творец и создатель своей жизни, а все остальные – это ваши учителя, которые кто-то на день приходит к вам, чтобы сказать какую-то важную информацию, кто-то на месяц, кто-то на всю жизнь. Но в любом случае, если вы не хотите учиться, вы должны поймать и то, что вам будет сложно в жизни. Что же касательно бизнеса и денег, то сегодня нужно быть все-таки немножечко внимательным и осторожными, особенно для тех людей, которые ведут бизнес, которые имеют дело с деньгами. Вам в любом проекте, за который вы сегодня будете браться или что-то либо делать, вы должны просчитывать. И просчитывать не просто так, знаете, как дебет с кредитом или доход-расход. Нет, вам нужно больше просчитывать. Просчитывать, делать свод-анализ, составлять бизнес-план и так далее. Потому что сегодня, да, сегодня прибыльный денежный день, но сегодня деньги не разрешают людям с ними безответственно обращаться. Обращаем ваше внимание. Также сегодня не стоит заниматься какими-либо вопросами, которые касаются денег. Также сегодня, кто работает в торговле, будьте сегодня внимательны и осторожны с деньгами, с контрактами, которые вы подписываете, письма, которые вы читаете. Если вам что-то непонятно, даже буквально одно предложение, не спешите, разберитесь, возьмите, пригласите юриста, бухгалтера, экономиста, который вам объяснит. Почему? Потому что сегодня одно слово, одна запятая будет иметь значение в дальнейшем. Обращаем ваше внимание. Также обращаем внимание на то, что энергетика этого дня будет способствовать проявлению сострадания и заботы о тех, кому она действительно нужна. Поэтому сегодня старайтесь нести любовь, нести сегодня сострадание. Даже если в вашем окружении есть люди, которые вам не нравятся, которые вас раздражают, помните о том, что это ваше отражение. И пока люди вас раздражают, даже то, что они, например, не так едят, как вы, или не так выражают свои мысли, это ваше отражение. Помните, пожалуйста, об этом. Теперь поговорим о здоровье. Вы знаете, сегодня очень хороший день для начала лечения, для очищения верхних дыхательных путей, сердца и легких. Сегодня очень хорошо сходить к источнику, искупаться в море, в океане. Если вы морж, то очень сегодня хорошо именно в холодной воде. Почему? Потому что именно в этот день, 24 ноября, вода обладает сильными очистительными свойствами. Также сегодня старайтесь поменьше употреблять грубой пищи, и старайтесь пить, конечно же, побольше воды. Также пейте сегодня соки, но ни в коем случае не используйте сегодня яблочный сок и яблочный уксус. Вообще постарайтесь его убрать.
Также сегодня противопоказаны нагрузки на сердце, берегите его. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос в этот день противопоказана. Может повлечь за собой несчастье, травмы и повышенную вероятность угрозы для жизни. Также сегодня обращаем ваше внимание, что плохим знаком может являться разбитая посуда и жидкость, которую вы пролили. При этом вне зависимости, это будет дома, в общественном месте или где-то, допустим, на работе, в офисе. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит общаться с руководством по каким-то глобальным вопросам, потому что люди пребывают сегодня в какой-то эйфории. То есть вы можете сегодня говорить, обсуждать, но в конечном итоге люди не готовы просчитывать детально. Тоже касательно смены места работы. Хотите менять место работы, выберите другой день. Продумывать, смотреть рынок труда, да, пожалуйста, кардинальных изменений не спешите делать в этот день. Также сегодня не стоит работать и с недвижимостью. На что еще стоит обратить внимание, это на зачатие, потому что сегодня крайне неблагоприятный день для зачатия, а вот физическая умеренная нагрузка в этот день не будет лишней. Хотя бы 40 минут прогулки на свежем воздухе вам точно не помешает. Также сегодня старайтесь как можно меньше уделять внимание домашним делам. Лучше уделите внимание себе, своей семье. В вечернее время выпейте чашечку чая, например, с вкусным пирогом, которым вы приготовите сами своими руками, или пригласите кого-то из близкого окружения, который вместе с вами, знаете, отпразднует окончание этой рабочей недели. Что же касательно снов, то сны, как правило, вещи, и им следует сегодня доверять. Сбываются, правда, они ровно через 7 дней. В этот день очень часто во сне могут приходить какие-то откровения, поэтому обращайте на это, друзья, особое внимание. Что же касательно карты Таро, касательно на 24 ноября, давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит с вами Архангел Михаил. И вы знаете, карта, которая выпала на этот день, звучит следующим образом. Отпустите страх сейчас. И вы знаете, страх, который есть у людей, он очень мешает им. Потому что многие люди боятся, что что-то не получится, что они что-то не так сделают и так далее. Вы должны понимать, что пока вы не попробуете, пока вы не сделаете, вы не можете себе сказать, это хорошо или плохо. Даже бывает так, что один открывает бизнес, и у него ничего не получается, как бы он ни делал, а второй открывает такой же бизнес, и у него постепенно достаточно хороший идет бизнес. Поэтому у одного будет, соответственно, негативный опыт, а у другого человека это будет достаточно интересный такой вот опыт, с которым он даже может поделиться. Поэтому, пожалуйста, страх, знаете, вот говорят, что глаза боятся, а руки делают. Вот сегодня придерживайтесь именно этого правила. Если у вас есть какие-то проблемы, отпускайте их из своей жизни. Подумайте о том, что вам не нужно, что вас останавливает в жизни, на что вам стоит обратить внимание. Кроме того, эта карта говорит еще и о том, что вы на данном этапе в жизни идете в правильном направлении, и вы заслуживаете только всего самого наилучшего. И очень важно, что в этот день вы открылись вот этому потоку изобилия из космоса. Не бойтесь получать из космоса любовь, поддержку, достаток. Это все есть в неограниченном количестве. И ваша задача просто не бояться этого. Это очень важно. Также не забывайте, что вы любимая или любимый в первую очередь у себя, а также у ваших близких людей. Это очень важное правило. И молитва, которую мы хотим вам дать в этот день, 24 ноября, друзья, звучит следующим образом. Архангел Михаил, прошу, помоги почувствовать себя надежно и заслуживающим на твою поддержку. Спасибо, что очистил меня от тяжелых, отравляющих и эгоистических мыслей и чувств. Эти слова молитвы, друзья, будут в описании к этому видео, и вы можете в любое время, когда вам будет комфортно и удобно, произнести эти слова. Также рекомендуем вам в этот день провести одну очень простую практику, чтобы избавиться от хронического безденежья. Что для этого, друзья, нужно сделать? Вам просто нужно открыть свой кошелек или вы можете взять деньги. Главное, чтобы это были деньги не кредитные, не взятые в долг. И начните их считать, и в этот момент говорите следующие слова. Денег немерено, купюра к купюре, деньги к деньгам, ангел богат,
богатства и изобилия, руку свою протяни, на кошелек мой положи. Что придет сюда, то останется. Далее называйте свое имя, скажите далее достанется истина. И этих слов будет достаточно для того, чтобы начать процесс избавления от безденежья и от тех финансовых проблем, которые есть на данном этапе вашей жизни. Кроме того, обязательно в комментарии к этому видео пропишите: я привлекаю деньги, достаток и финансовое благополучие в свою жизнь. Далее скажите напишите свое имя и скажите: я открыта бесконечному богатству и изобилию. Обязательно произнесите ваше имя сегодня для того, чтобы быстрее активировать. Не бойтесь энергетического потока со Вселенной. Иногда люди его боятся, потому что на подсознательном уровне не знают, что дальше делать. А ваша задача это с легкостью только принимать. Вот такой, друзья, день. У нас с вами 24 ноября, пятница. Мы всем желаем прекрасного и чудесного дня. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся в следующем видео.